Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Приглашаю вас на подробный мастер-класс по сахарной орхидее. Как всегда напоминаю, вся нужная информация написана в описании под видео. Если вам понравится мой цветок, не забудьте в качестве благодарности поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Этот цветок я изготовила из шелковой гибкой мастики. Это мой авторский рецепт. И по этому поводу вся нужная информация есть в описании под видео. В связи с тем, что орхидея достаточно сложный цветок, в этом цветке много сложных форм, для орхидеи готовим шелковую гибкую мастику, более мягкий вариант. Берем небольшое количество мастики, окрашиваю мастику диоксидом титана, добавляем сюда небольшое количество и хорошенько выминаем. После этого заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на стабилизацию, чтобы краситель проявился полностью, хотя бы на минут 15. После того, как мы окрасили мастику, приступаем к работе. Берем проволоку толщиной 0,7 или номер 22, разрезаем на 3 части. Берем небольшой кусочек мастики, хорошенько разминаем, чтобы она стала пластичной. Теперь нам надо намотать вот этот кусочек на проволоку. Хорошенько трамбуем мастику на проволоке, так, чтобы она хорошо держалась. Мастика должна покрыть проволоку приблизительно длиной 2 см, не больше. С одной стороны немного приплющиваем. Если нужно, подровняем пальцами. У нас должна получиться вот такая заготовка. На этих заготовках будет держаться сам цветок, поэтому делаем нужное количество, столько, сколько у нас будет цветков орхидей, и отправляем на сушку. Вот эти заготовки нужно заготовить за несколько суток до создания цветка. Берем небольшое количество мастики, перед работой хорошенько разминаем и тонко раскатываем. Если мастика липнет, немножко присыпаем кукурузным крахмалом. Раскатываем мастику до полупрозрачности. В первую очередь сделаем сердцевинку для орхидеи, так называемую губу. Для губы вот такая у меня вырубка. И также есть 2 вырубки для лепестков. Размеры вырубок будут написаны в описании под видео. Также для лепестков я использую специальные вайнеры, которые тоже предназначены именно для орхидеи. Итак, присыпем немножко крахмалом. И вырезаем. Работаем с небольшим количеством, поэтому я вырежу только 2 губы. Если вы работаете медленно, то лучше вырезать по 1 штуке, потому что здесь процесс очень сложный и долгий, чтобы другие вырезанные лепестки не заветрились. Этот хвостик я обрезаю, он мне не понадобится. Перекладываем на мягкий мат, и нам нужно немножко утончить края. Шарик не использую, потому что шарик как бы заворачивает края лепестков. Лучше взять вот такой стек и вот такими движениями как бы просто утончаем, но не создаем волну. Разрезаем пополам краешек, будем делать усики. Обратите внимание на длину разреза, не доходя до середины. На данном этапе многие скручивают усики, я этого делать не буду, я просто вырежу как можно тоньше. И теперь обратите внимание, я усики не скручиваю. Если будем скручивать, можно порвать. Я легонько прижимаю пальцами. Вот
просто легкими нажимами моделирую усик. Если, к примеру, у вас на данном этапе усики не держатся, так как у меня, а падают, оставьте эту заготовку на 10 минут, чтобы мастика немножко заветрилась. И после этого продолжите. Теперь аккуратненько усики закручиваем по направлению к заготовке, к центру как бы. Делайте это очень осторожно, потому что, еще раз повторяю, что на данном этапе часто так бывает, что усики рвутся. Если порвется усик, придется переделывать всю губу. Теперь делаем загиб в нижней части. Обратите внимание, что загиб должен быть ровно, четко по центру. Дополнительно, чтобы выделить загиб, я зажму его немножко пинцетом. И здесь мы еще немного доработаем вот эти крылья, увеличим надрез с двух сторон и сделаем крылышки более легкими как бы. Делая надрезы, обратите внимание, что они должны быть симметричны друг к другу. То есть должно быть одинаково, что с одной стороны, так и с другой стороны. Крылышки должны быть одинаковыми с двух сторон. И надрезы, вот эти расстояния между верхней и нижней частью, надрезы должны быть тоже одинаковыми. Вот так я доработала губу. Теперь нам нужно утончить дополнительно крылышки и сделать легкие изгибы. Утончаем здесь вверху, аккуратненько нажимаем. У нас получается вот такое углубление, и крылышко как бы немножко заворачивается. То же самое делаем на другом крылышке. Теперь с помощью шарика сделаем небольшие углубления в нижней части. Вот таким образом. Переворачиваем губу и утончаем края крылышек, но уже снизу. И у нас получается загиб уже в другую сторону. Делаем тоже такие небольшие изгибы с тыльной стороны. Вот в итоге снимаю крупным планом. Посмотрите, что у нас приблизительно должно получиться. Теперь нам нужно поставить это на сушку. Но специальной сушки у меня нет, поэтому я сейчас покажу, как сделать. Берем небольшой кусок фольги, складываем его в 2-4 раза. Вот такой небольшой квадратик. Что я делаю? Я беру обычную скалку, с которой мы обычно работаем. И вот таким образом сделаю такую полусферу как бы.
Она по размеру идеально подходит для нашей губы. И вкладываем теперь сюда губу вот в таком положении, чтобы она так и зафиксировалась. Крылышки поднимаем наверх, они должны быть сверху. Расправляем, чтобы все красиво лежало, ровненько. Вот так она должна лежать в сушке, чтобы подсохнуть. Оставляем подсушиться до того момента, чтобы она вот так и зафиксировалась. Берем наши заготовочки. Мы сделаем колонку для орхидеи. Отступаем от мастики, от конца мастики 2-3 мм. Узкогубцами делаем вот такой загиб вниз. Теперь делаем захват прямо возле конца мастики и делаем загиб вверх. И теперь мы вот этот изгиб сжимаем. Делаем такую стоечку, на ней будет как раз держаться головка колонки. Изгиб должен быть ровно 90 градусов. Вот так он выглядит. Берем маленький кусочек мастики, хорошенько разминаем, чтобы она была очень пластичной. И скатываем небольшой шарик. Смазываем выступ кондитерским клеем и насаживаем на него шарик. Теперь нам нужно этот шарик хорошо закрепить на выступе, чтобы он хорошо держался. Со всех сторон надо хорошо зажать. Шарик надо очень хорошо соединить с колонкой. Здесь я обрезаю, потому что здесь должно быть плоское место. В конце, чтобы сгладить все стыки, чтобы все были плавные переходы от одной части в другую, берем влажную кисточку и заглаживаем стыки. Колонка на цветке будет вот в таком положении. Ставим ее вот в это положение. И здесь нам надо наметить два маленьких глаза как бы. Делаем два прокола. Теперь нам нужно снизу сделать небольшую бородку. Аккуратненько намечаем как бы место, где мы будем делать защип. И защипываю, слегка оттягивая вперед. Таким образом у нас получится вот такая небольшая бородка. Теперь снизу бородки нужно сделать небольшое углубление. Сначала беру мини-шарик, намечаю. И потом беру шарик немножко побольше и слегка вдавливаю вперед. Делаем вот такое небольшое круглое углубление. Посмотрите крупным планом, как это выглядит. Бородку аккуратненько нагибаем вниз. После этого берем, получается, где-то до 1 сантиметра и делаем еще один загиб вперед. Нам осталось сделать еще нижнюю часть губы. Этот элемент называется каллюс. Берем опять небольшой кусочек мастики, хорошенько разминаем. Скатываем шарик. И теперь насаживаем нижнюю часть губы в этот шарик, ровно по центру. Аккуратненько прижимаем, как бы делаем лепешечку. Посмотрите, как это выглядит с двух сторон.
И теперь немножко подмоделируем. Краешки немного утончаем пальцами, делаем тонкие краешки и загибаем их внутрь. Вот такая деталька у нас должна получиться, которая называется, это часть губы, которая называется каллюс. Примеряем две части, смотрим, подходит или нет. Отправляем эти детали подсушиться, чтобы мастика хорошо зафиксировалась. А нам нужно еще сделать некоторые заготовки для бутонов орхидеи. Берем проволоку 0,7 или номер 22. У меня небольшой отрезок, и я разрезаю его на 3 части. Нам нужны вообще небольшие отрезки для бутонов. На конце проволоки делаем вот такой крючок. Крючки делаем на каждом отрезке. И теперь берем минимальное количество мастики. Нам просто нужно затереть вот эти крючки. Плотно пальцами прижимаем, вот прям вкатываем в эти крючки мастику. Просто если мы будем крепить бутоны просто на крючки, они будут хуже держаться. А вот если мы сделаем такие заготовки, мастика к мастике крепится лучше. Так намного легче работать. Я делаю 3 таких заготовки и оставляю на 30 минут, чтобы мастика как бы ухватилась. После 30 минут сразу приступаю к изготовлению бутонов. Скатываю шарик, насаживаю на заготовку и моделируем бутончик. Снизу он должен быть более плоский, а сверху мы делаем его таким угловатым, как бы в виде капли. Хорошо зажимаем со всех сторон, чтобы бутончик хорошо держался. И теперь делаем вот такие бороздки. Это у меня самый большой бутон. И сейчас сделаю еще поменьше. Делаем все точно так же, таким же образом. Таких бутонов я сделала 3 штуки. Отправляем тоже на сушку, хотя бы на несколько часов. Дальше приступаем к лепесткам. Раскатываем небольшой кусочек мастики до полупрозрачности. Сначала сделаем 2 боковых лепестка.
Эти боковые лепестки называются петалии. Лепестки делаются намного быстрее, чем губа, поэтому можем вырезать сразу 2 штуки. Дополнительно скалкой утончаю еще края. У основания оставляем лепесток более плотный, а края лепестков утончаем дополнительно. Снова вырезаем. Лепестки орхидеи не должны быть волнистыми, поэтому, чтобы не использовать шарик или стек, потому что все равно будут создаваться волны, лучше использовать скалку. Скалкой мы очень быстро утончаем края лепестков, и у нас все получается ровненько. После этого обрабатываем 2 лепестка вайнером. Обратите внимание, что у меня вайнер намного больше самого лепестка, поэтому нам надо будет еще дорабатывать краешки лепестков. Берем стек и аккуратненько края лепестков сглаживаем, чтобы там не было такого выраженного оттиска. Делаем как бы край лепестка. Лепесткам нужно придать еще некоторые изгибы, но пока мастика очень мягкая, поэтому оставляем, чтобы лепестки немного уплотнились на 15-20 минут. И после этого мы еще доработаем. Сделаем 3 задних лепестка, которые называются сепалии. Делаем то же самое, что в прошлый раз. Утончаем края. У основания лепесток оставляем более плотным. Обрабатываем каждый лепесток вайнером. Обратите внимание, что для каждых лепестков имеется предназначен свой вайнер. И также сглаживаем краешки лепестков. Оставляем лепестки, чтобы мастика немножко заветрилась на 15-20 минут. Боковые лепестки у нас уже уплотнились, и мы их можем доработать. Не забывайте про стороны. Вот это задняя часть лепестка, а это лицевая часть. С лицевой части с помощью большого шарика делаем небольшое углубление и в то же время легкий изгиб.
Таким образом обрабатываем два лепестка. Задние лепестки орхидеи, они несколько отличаются друг от друга. Два боковых лепестка одинаковые, а верхний немного отличается. Там изгибы идут по-другому. Сначала доработаем верхний лепесток. Вот верхний лепесток нам надо сделать углубление с тыльной стороны. Вверху лепестка делаем небольшое углубление шариком. Это верхний лепесток. А нижние два лепестка, наоборот, делаем легкие изгибы возле основания лепестка с лицевой стороны. Если будем собирать орхидею, вот так задние лепестки должны быть расположены. У верхнего лепестка изгиб вверху в одну сторону, а нижние два лепестки имеют изгиб возле основания лепестка в другую сторону. Вот таким образом выкладываем на сушку и оставляем до того момента, чтобы лепестки хорошо держали свою форму. После этого верхний лепесток, вот его лицевая сторона, переворачиваем его, и нам нужно сделать еще одно небольшое продолговатое углубление у основания, только с другой стороны. Вот так должны располагаться лепестки на цветке, верхний лепесток и два нижних. Теперь нам нужно соединить эти три лепестка и берем малюсенький шарик, расплющиваем, смазываем краешки у основания и приклеиваем по центру. Обратите внимание, очень важно, как расположены лепестки. Теперь у нас очень важная задача соединить вот этот центр, сделать такие плавные переходы, чтобы их не было видно. Сначала утончаем края лепешки стеком, смазываем. Стараемся делать все аккуратно, чтобы не повредить лепесток. Когда стыки будут более-менее смазаны, и только влажной кисточкой мы затираем вот все стыки, делаем очень плавный переход. Для надежности делаем еще одну такую лепешечку и крепим ее с другой стороны. Для такой работы, для сглаживания выбирайте кисточку синтетическую, но средней жесткости. Хочу обратить ваше внимание, что сглаживание кисточкой мы делаем только в одном направлении, от центра к краю. После того, как мы все сделали, ставим на сушку. Также нам надо соединить боковые лепестки. Я вот обрезаю вот эти кончики и делаем то же самое, что в прошлый раз. Боковые лепестки должны быть симметричны друг к другу. Выставляйте сразу ровно, потому что потом будет очень сложно исправить.
На этих лепестках я сделала только с одной стороны, закрепила центр. С другой стороны не стала делать, он пойдет в середину, его не будет видно. Таким образом делаем лепестки для всех наших орхидей и ставим на сушку. А после этого можем собирать цветок. Соединим сразу две части. Не клейте сразу, сначала приложите, посмотрите, чтобы вы понимали, как должны располагаться лепестки. Вот таким образом располагаем и приклеиваем друг к другу. Наши предыдущие заготовки уже подсохли, и сейчас мы их можем раскрасить. Здесь у меня очень светлый салатовый цвет и яично-желтый. Сначала раскрасим верхнюю часть губы, колонку. На колонку я нанесу немножко салатовой. А нижнюю часть окрасим яично-желтым. Теперь нужно нанести характерный рисунок, который есть у орхидеи. Здесь я использую бордовый гелевый краситель и развожу с водкой. Узор буду наносить тонкой кисточкой и зубочисткой. Сначала зубочисткой делаем манюсенькие точечки. После беру кисточку. И теперь смотрите, здесь я делаю и точечки, но они получаются больше, и коротенькие мазки. Кончиком кисточки нужно не нажимать, а просто дотронуться. Не забываем про бока. Здесь тоже нужно нанести и точечки, и короткие мазки. И здесь еще внизу на колонке сделаю тоже несколько коротких мазков, таких кривых, зубочисткой. Вот так у меня получилось. Оставляю на минут 5-10, чтобы краска немножко подсохла. За это время подкрасим другую часть губы. В верхней части крылышек наношу немножко салатового, но не полностью, как бы по краям больше. А низ прокрасим яично-желтым. Обратите внимание, что центр должен быть белым, оставаться не окрашенным. Нижнюю часть губы окрашиваем яично-желтым, но не доходя до конца. Усики тоже оставляем не окрашенные. После тонировки на губу тоже нужно нанести рисунок. Даже не знаю, как это объяснить. Вот просто идут короткие мазки, кривые. Я кривые рисую по-разному, от центра и к центру, как получается. Здесь важный момент. Линии, которые должны начинаться от середины губы,
они должны находиться на одной линии. А когда вы кривую поднимаете вверх, там уже не важно, как она будет расположена. Здесь очень сложно комментировать, как называются вот эти загогулины, которые я рисую. Вот видите, сначала идут как бы кривые, потом я ставлю возле кривых некоторые точки, получается расширенная кривая. Лучше всего перед собой иметь фотографию орхидеи, то есть срисовать точный рисунок уже готовой картинки, чтобы понимать, как это нарисовать. Вот так у меня получилось. Теперь мы можем соединить эти две части, приклеить друг к другу. Сначала примеряем, где именно приклеить колонку. Приклеить нужно ровно по центру. Смазываем клеем, прижимаем. Немножко придерживаем. И вот такая губа у нас с колонкой получилась. Теперь оставляем вот это, чтобы клей схватился и чтобы две эти части держались намертво. Это приблизительно на 1 час. Сейчас будем собирать орхидею. Перед тем, как ее собирать, вы должны как бы примерить, посмотреть, чтобы колонка находилась в нужном положении, потому что мы колонку будем соединять еще с задними лепестками, вернее, с задним верхним лепестком. Прокол я делаю не по центру, немного выше, чтобы сделать хороший переход к заднему лепестку. Сначала примеряю, смотрим, где наша колонка, как будет переход. Прокол я сделала удачно, все будет хорошо. И теперь смазываем клеем, скатываем из мастики небольшой шарик, из которого будем делать, как раз будем соединять переход к заднему лепестку. Тоже смазываем клеем. И соединяем 3 этих части, хорошо прижимаем. Шарик превращается в лепешку, и все излишки выползают как бы наружу. Теперь мы вот эти все остатки должны соединить с колонкой и сделать переход на задний лепесток. Сначала делаем это с помощью стека, а потом берем влажную кисточку и тоже все аккуратно, тщательно сглаживаем, затираем. Обратите внимание, что часть мастики я затягиваю наверх и затягиваю мастику в проем между 2 боковыми лепестками к заднему лепестку. Нам надо убедиться, что вот эта часть хорошо соединена с задним лепестком. Видите, здесь у меня немножко оттопыривается, поэтому я здесь смазываю клеем и опять сглаживаю мастику на это место, чтобы оно все было слитно. Ну вот приблизительно вот так должно получиться.
Видите, у нас получается, что лепестки соединены все с колонкой. Оставляем немножко подсушиться и переходим к следующему этапу. Разминаем мастику до очень мягкого состояния, потому что будем пользоваться экструдером. Используем насадку круг 3 мм. Выдавливаем вот такой жгутик. Разрезаем его на части. Насаживаем отрезок на проволоку. Утончаем мастичный жгутик на проволоке. Делаем стебель. Стыки сглаживаем влажной кисточкой. Делаем плавный переход от бутона к стеблю. Таким же образом обтягиваем проволоку на цветке. Но чтобы не повредить цветок, обратите внимание, как я его держу. Ставим палец на вот этот шарик, на колонку, переворачиваем цветок и на нем держим цветок и обрабатываем, чтобы ничего не поломать. Вот таким образом обтягиваем проволоку. Это делаем с каждым цветком и бутончиком. После того, как все готово, мы собираем веточку. Берем толстую проволоку. К сожалению, у меня здесь нет номера, но она толстая. Кончик обматываю белой стрейч-лентой. Наматываем приблизительно 4-5 сантиметров. Потом сможем обрезать, если что. Останавливаемся, отрываем лишнее. Первый бутончик берем самый маленький. На том месте, где заканчивается мастика, начинаем наматывать ленту. Ленту берем тоненькую. Фиксируем ленту приблизительно 1 сантиметр, 1,5 сантиметра и начинаем ветку. Приблизительно 2,5-3 сантиметра расстояние на проволоке между бутонами. Когда мы крепим бутоны, сначала надо прикрепить бутончики, а потом можно будет узкогубцами делать наклоны в нужном направлении. Следующий цветок. То же самое делаем. Фиксируем ленту на стебле цветка, проматываем 1-1,5 сантиметра и крепим на ветку. Но перед этим делаем загиб, потому что с цветком все-таки сложнее работать. Таким образом собираем всю веточку.
Так как эта веточка предназначалась для белого торта, я решила покрасить в такие нежные тона стебель и бутоны. Если посмотрите на фотографии натуральных орхидей, там у них бутоны достаточно в темно-зеленых тонах, и стебли тоже, но я решила, что так будет лучше, поэтому стебель я окрасила в салатовый цвет и бутоны тоже. Наконец-то я уже доделала эту веточку. Должна признаться, что это достаточно сложная для меня работа была, так как я орхидею делала вообще впервые. Надеюсь, что мой опыт будет для вас полезным и этот видеоурок вам понравится. Приглашаю подписываться на наш канал. Впереди еще будет много интересных выпусков. Еще раз напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. До новых встреч!